Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. В мире развлечений слухи, интриги и эмоции являются обычным явлением, а когда дело доходит до романтических отношений между такими популярными личностями, как Керем Бюрсин и Ханде Эрчел, общественный интерес возрастает до неожиданных уровней. Недавно, казалось бы, невинное украшение привело к вихрю эмоций и потенциальному кризису в личной жизни Бюрсина, который теперь делит свою жизнь с Мелиссой. Все началось с того, что знаменитого актера несколько раз видели в ожерелье, которое, по слухам, было подарком Ханде Эрчел во время их совместной жизни, символом, который напоминал об их прошлых отношениях и, судя по всему, до сих пор имел особое значение. Для многих фанатов то, что Керем носит это ожерелье, было своего рода декларацией верности его истории с Ханде, что, несомненно, вызвало множество интерпретаций. Некоторые считают это ностальгическим жестом, другие считают, что это косвенный способ сохранить эмоциональную связь с Эрчелем, который был его партнером как на экране, так и в реальной жизни. Но что на самом деле значит это ожерелье для Керема? И как Мелисса реагирует на этот неожиданный символ, который грозит стать тенью в ее нынешних отношениях? Не прошло много времени, как напряжение дало о себе знать. По словам близких к паре людей, Мелисса, хотя поначалу и старалась с пониманием и откровенностью рассказывать о прошлом своего партнера, начала беспокоиться о том, что в сердце Керема все еще таятся чувства к Ханде. Она неоднократно пыталась обсудить с ним эту тему, пытаясь прямо и ясно объяснить причины, по которым он продолжает носить ожерелье. Однако Керем, верный своему сдержанному характеру и, возможно, немного ностальгирующий, похоже, не хотел расставаться с тем, что он сам называл воспоминанием о важном этапе своей жизни. Чего Мелисса боялась, так это того, что украшения были не просто аксессуаром, а осязаемым проявлением неразрешенной эмоциональной связи. Для нее эта ситуация поставила перед собой дилемму: действительно ли возможно, чтобы кто-то эмоционально расстался со своим бывшим партнером, если у него все еще есть такие символические воспоминания. Сомнения начали разрушать доверие, которое он построил с Керемом, и хотя он старался оставаться сильным, неуверенность начала сказываться на его духе. Некоторые из ее близких друзей отметили, что в последнее время она стала более отстраненной и задумчивой, что подогревает мысль о том, что эта ситуация может глубоко на нее повлиять. По мере обострения ситуации появились слухи о возможной конфронтации Мелиссы и Керема. По некоторым версиям, Мелисса попросила бы его перестать носить ожерелье в знак уважения к ней и их нынешним отношениям. Однако Керем, как сообщается, ответил, что не считает справедливым отказываться от своих воспоминаний, дав понять, что ожерелье не представляет угрозы для его нынешних обязательств. Этот разговор, по словам источников, лишь разжег искру скрытого конфликта, создав между ними атмосферу дискомфорта и недоверия. Со своей стороны, Ханде Эрчел не делал никаких публичных заявлений по поводу скандала с ожерельем, но пресса не переставала спекулировать по поводу его позиции по этому вопросу. Некоторые СМИ даже предполагают, что актриса, возможно, была польщена, узнав, что ожерелье у Керема все еще есть, интерпретируя это как знак того, что то, что они разделили, не забыто. Этот предполагаемый эмоциональный треугольник привлек внимание его последователей, которые не упускают подробностей каждого движения главных героев в социальных сетях. Спекуляции достигли апогея, когда во время одного из своих последних публичных выступлений Керем Бюрсин снова был замечен в ожерелье. Реакция в социальных сетях была немедленной, комментарии разделились между теми, кто поддерживал его за верность себе, и теми, кто считал, что он должен оставить прошлое позади из уважения к своему новому партнеру. Мелисса, узнав об этом новом публичном появлении, отреагировала кратким и загадочным сообщением в своих сетях: «Некоторые раны требуют времени, чтобы зажить».
Эта фраза вызвала волну комментариев и реакций, в которых ее подписчики задавались вопросом, действительно ли она говорила о своих отношениях с Керемом или это были просто размышления, не связанные с ее личной жизнью. В разгар всей этой суматохи некоторые аналитики таблоидов задаются вопросом, смогут ли отношения между Керемом и Мелиссой выдержать испытание временем и преодолеть это противоречие. Очевидно, что тяжесть воспоминаний о прошлом Берсина с Ханде Эрчил стала проверкой прочности их нынешних отношений, и некоторые осмеливаются предсказать, что эта ситуация может закончиться окончательным разрывом, если оба не смогут прийти к соглашению. Для Керема дилемма, кажется, заключается в том, как почтить свое прошлое, не задевая чувства своего нынешнего партнера, дилемму, которую нелегко решить, особенно когда средства массовой информации и фанаты следят за каждым его шагом. Тем временем Ханде Эрчил продолжает свою жизнь и карьеру, сосредоточившись на собственных проектах, не упоминая ожерелье, вызвавшее столько шума. Однако самые романтичные предпочитают думать, что в глубине души она хранит еще и добрую память о своей истории с Керемом, память, которую время еще не смогло полностью стереть. Реальность такова, что подобные истории обычно остаются в памяти фанатов, которые видят в них нечто большее, чем простые отношения, своего рода современную сказку, в которой любовь и горе переплетаются в сюжете столь же сложном, как и увлекательном. Вопрос теперь в том, сможет ли Керем Бюрсин окончательно завершить главу с Ханде Эрчил или же это ожерелье продолжит оставаться символом любви, которая так и не закончилась полностью. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока-пока.